Всем привет! Сегодня расскажу вам 17 фактов о тиграх. Давайте начинать. Тигр – хищное млекопитающее из семейства кошачьих. Видовое название этих свирепых кошек – тигрис, означает «стрела». Считается, что научное название произошло от прямой и быстрой реки Тигр, которая протекает между Курдистаном в Восточной Азии, Центральной Турцией и Персидским заливом. Ну а сейчас давайте перейдем к фактам. Существует 8 признанных подвидов тигров, но, к сожалению, только 5 подвидов сегодня встречаются на нашей планете. Это бенгальский, амурский, индокитайский, суматранский и южнокитайские тигры. Эти подвиды отличаются по географическому расположению и физическим характеристикам, таким как размер, длина, толщина волос и чередование полос на теле. Ну а сейчас я вам кратко расскажу о каждом из 8 подвидов тигров. Бенгальский тигр имеет мех красно-оранжевого цвета с темно-коричневыми и черными вертикальными полосами. Представители данного подвида могут весить до 220 кг и иметь длину около 3 метров. Они населяют Индию, Непал, Бангладеш и Бирму. Амурский тигр – самый крупный из ныне живущих видов кошек, весящий до 300 кг и имеющий длину около 3,5 метров. Историки их назвали сибирскими тиграми, но позже их подвид переименовали, потому что в настоящее время они обитают в районе реки Амур, Китая, Северной Кореи, но не в Сибири. Амурские тигры имеют более светлые полосы меньшей ширины, чем другие подвиды тигров. У них длинный и густой мех, который помогает им сохранять тепло в холодном климате. Индокитайский тигр – один из самых маленьких подвидов, весящий до 180 кг и имеющий длину около 2,8 метров. Они могут похвастаться большим ареалом обитания, охватывающим континентальный регион Юго-Восточной Азии, Южный Китай, Лаос, Вьетнам, Камбоджа, Малайзия, Таиланд и Восточная Бирма. Южно-китайский тигр – родом из южной части Центрального Китая. Эти дикие кошки могут весить до 150 кг и иметь длину 2,5 метра. Южно-китайские тигры – самые малочисленные из всех видов. Их численность оценивается от 30 до 80 особей. Суматранский тигр – самый маленький из ныне живущих подвидов, весящий до 120 кг и имеющий длину около 2,4 метра. Они встречаются в Суматре и в Индонезии. Мех суматранского тигра темнее по окраске, чем у других подвидов. Шерсть темно-оранжевого или красного цвета с черными полосками. Яванский тигр встречался исключительно на острове Ява в Индонезии и вымер в начале 80-х годов прошлого века. Яванские и балийские тигры были очень схожи по своим небольшим размерам и весу. Они весили 90 килограмм. Каспийский или закавказский тигр был родом из Центральной и Западной Азии. Этот подвид умер примерно в 50-х годах прошлого века. У него был особый стиль охоты. Он преследовал мигрирующую добычу на большие расстояния, а не удерживал личные территории, как другие подвиды. Балийский тигр обитал исключительно на Бали в Индонезии. Этот небольшой подвид тигров вымер в начале 30-х годов прошлого века. Миокаиды – самые древние предки тигров. Многие ученые считают, что первые млекопитающие появились около 208 миллионов лет назад, но истинный их расцвет начался примерно 65 миллионов лет назад, после того, как вымерли динозавры. Первые плотоядные хищники появились из группы животных, известных как миокаиды, около 60–80 миллионов лет назад, размером примерно с домашнюю кошку, от 1 до 3 кг. Миокаиды были древесными, обитающими на деревьях, и имели развитые острые режущие зубы. Хищники разделились на две группы – Фелиформия и Калиформия около 40 миллионов лет назад. Группа Фелиформия была преимущественно кошачьей по своей природе. Она охватила кошек, гиен, цивет и мангустов. Группа Каниформия была более медвежьей. Она включала в себя медведей, енотов, ласк, собак, скунсов, барсуков, морских львов, тюленей и моржей.
30 миллионов лет назад в ископаемой летописи появилась самая древняя кошка – Проайлурус. Этот хищник был родом из области, ныне известной как Франция. По оценкам ученых, зверь весил около 11,5 кг и имел длину порядком 75 сантиметров. Ископаемые свидетельства и генетическая информация определили, что лев, леопард и ягуар имеют общего друг с другом, чем с тигром. Таким образом, считается, что тигр отошел от общего предка пантер раньше, чем другие представители его рода. Тигры проживают в самых разнообразных местах обитания. Тропические леса, манговые болота, вечнозеленые леса, луга, саванны и скалистые районы. 8 признанных подвидов чрезвычайно разнообразны по территории обитания. Бенгальский тигр родом из индийского субконтинента. Амурский тигр встречается в основном в Маньчжурии у реки Амур. Индокитайский тигр расположен на юго-востоке Китая. Южнокитайский тигр обитает на юге центрального Китая, немного севернее своего индокитайского собрата. Суматранский тигр обитает в Индонезии. Яванские и балийские тигры были родом из индонезийских островов Бали и Явы. Каспийский тигр исторически обитал в Турции, центральной и западной части Азии. Таким образом, можно сделать вывод, что тигры в основном встречаются в Азии. Многие подвиды находятся на грани исчезновения. Общество охраны дикой природы оценило общую популяцию тигра менее чем в 5000 особей. В Индии и Непале живут 2045, в Малайзии от 500 до 600, в Бирме 500, Таиланд менее 200. Южнокитайский подвид от 20 до 50, в Суматре проживает от 400 до 500. В Китае, включая как северокитайские, так и сибирские подвиды, от 50 до 100. В Сибири 250-300, Вьетнам 200, Лаос меньше 200, Камбоджа менее 200, Бутан 200, Бангладеш 500. Задние лапы тигра длиннее передних. Эта физическая особенность позволяет хищникам прыгать вперед на расстоянии до 10 метров. Кости передних лап тигра достаточно крепкие и плотные, чтобы поддерживать его большую мускулатуру, необходимую для сбивания крупной добычи. Кости в каждой из лап плотно соединены связками, что позволяет животному смягчать приземление после прыжков. У тигров большие мягкие лапы, которые помогают им бесшумно выследить добычу в азиатских джунглях. Когти тигра имеют длину до 10 сантиметров. Они используются для захвата и удержания добычи. Каждая лапа имеет 4 когтя и один специализированный коготь, расположенный выше на ступне. Он не касается земли при ходьбе и функционирует аналогично большому пальцу на руке человека, в том числе, что он используется для захвата добычи и помощи в лазании по деревьям. Когти тигра выдвижные. Связки удерживают их в защитной кожаной оболочке, когда они не используются. Тигры втягивают когти, чтобы они дольше оставались острыми и можно было бесшумно подкрасться к добыче. Тигровые когти изогнуты, что позволяет животным легко хватать и удерживать крупную добычу и лазать по деревьям вперед головой. Однако кривизна ногтей, размер и вес тигра являются большой помехой при спуске с деревьев. Тигры должны либо ползти задом наперед, либо прыгать с деревьев, что делает их самыми неполноценными альпинистами в семействе больших кошек. У тигров самые большие клыки среди всех крупных видов кошек. Клыки имеют размер от 6,5 до 8 см в длину. У клыков есть многочисленные нервы, чувствительные к давлению, которые позволяют тигру определять место, необходимое для перегрызания шеи в своей жертве. Задние зубы позволяют хищнику снимать мясо с добычи, как лезвием ножа. Маленькие резцы, расположенные в передней части рта, помогают зверю отрывать мясо и перья от своей добычи. Оторванные большие куски мяса тигры заглатывают целиком. У всех кошек есть временные зубы, которые появляются в течение недели или 2 после рождения. Эти зубы называют молочными, похожими на молочные зубы человека. Эти зубы со временем заменяются постоянными. Примечательно, что у тигров меньше зубов, чем у других плотоядных животных. Их всего 30. Шерсть тигра обеспечивает маскировку, тепло и защиту. Тигры обладают 2 типами волос – остевые волоски и подшерсток.
Остевые волоски длиннее и прочнее подшерстка и в основном служат для защиты. Основная функция шерсти тигра – теплоизоляция. Подшерсток задерживает воздух, который изолирует тепло зверя, тем самым сохраняя его теплым. Тигры – единственный крупный вид кошек, у которого характерные полосы расположены как на шерсти, так и на коже. У многих особей есть полосы на морде, боках, ногах и животе. Полосы варьируются по ширине, длине, структуре и окраске. Полосы несимметричны по бокам. Полосатый рисунок на макушке головы тигра напоминает китайский иероглиф «ванг», что обозначает «король». Следует заметить, что белые тигры не являются альбиносами. Альбинос был бы белого цвета без полос и имел бы красные или розовые глаза. Просто у белых тигров есть рецессивный ген, из-за которого у них отсутствует темная окраска, поэтому они обычно белого цвета со светло-коричневыми полосками и голубыми глазами. По неизвестным причинам белые тигры, кажется, вырастают больше и быстрее, чем их оранжевые собратья. У тигров глаза обращены вперед, но не расположены по одному с каждой стороны головы. Это обеспечивает бинокулярное зрение, поскольку поле зрения каждого глаза перекрывается, создавая трехмерное изображение. Бинокулярное зрение позволяет хищнику точно оценивать расстояние, что чрезвычайно полезно при маневрировании и выслеживании добычи. У тигров в глазах больше палочек, отвечающих за остроту зрения, чем колбочек, отвечающих за цветовосприятие. Увеличенное количество палочек позволяет хищнику обнаруживать движение добычи в темноте, где цветное зрение было бы бесполезным. У тигров есть структура в задней части глаза за сетчаткой, называемая тапетум лукидум, которая позволяет им лучше видеть ночью. Эта зеркальная структура отражает свет, который еще не был поглощен глазом, обратно в глаз, тем самым делая изображение более ярким. Эта структура заставляет глаза светиться ночью, когда на них падает свет. Тигровые глаза имеют большие линзы и зрачки, которые увеличивают количество пропускаемого света. Эта особенность помогает тигру отлично видеть при низком уровне освещенности. Исследования показывают, что кошки в целом способны видеть зеленый, синий и, возможно, красные цвета, но с меньшей насыщенностью, чем мы. В дополнение к верхним и нижним векам, которые защищают глаза, кошки и другие животные, такие как крокодилы, имеют на каждом глазу мигательную мембрану. Она помогает сохранять глаз влажным и удаляет пыль с его поверхности. Тигры обладают хорошо развитым чувством осязания. Они имеют 5 различных типов усов, используемых для навигации в темноте, обнаружения опасности и нападения на добычу. Ночью расширенные зрачки повышают остроту зрения, но затрудняют фокусировку на объектах вблизи. Поэтому нащупать дорогу в темноте тигру помогают лицевые усы, имеющие длину около 15 сантиметров. На лицевой области у тигра есть многочисленные сенсорные нейроны, которые могут обнаружить даже самые малейшие изменения давления воздуха при прохождении мимо объекта. Слух является самым острым из всех чувств тигра. Слух в основном используется для охоты. Уши тигра способны вращаться подобно тарелке радара, чтобы определить источники различных звуков, таких как высокочастотные звуки, производимые добычей в густом лесном подлеске. Кошки в целом более чувствительны к высоким звукам, чем люди. Они могут слышать звуки до 60 кГц, когда как верхний слуховой диапазон человека составляет около 20 кГц. Слух у тигров настолько острый, что они способны улавливать инфразвук. Они используют его для общения на больших расстояниях или сквозь густую лесную растительность. Тигры практически не используют обоняние при охоте. У тигров имеется небольшое количество обонятельных клеток в носу и уменьшенная обонятельная область в мозге, которая идентифицирует различные запахи. Эти большие кошки в основном используют свое обоняние для передачи информации друг другу, такой как границы личной территории и репродуктивный статус. Тигры, как и другие плотоядные хищники, имеют орган Якобсона на небе. Он представляет собой мешковидную структуру, расположенную непосредственно перед передними резцами. Этот орган имеет два небольших отверстия, которые при вдохе направляют ароматные частицы из воздуха к нервам, расположенным внутри структуры. Затем нервы передают сообщение в обонятельную область мозга, которая идентифицирует запах.
Тигры часто демонстрируют поведение, называемое флеменом, при котором они улавливают запах верхней губой и приподнимают ее к носу для идентификации запахов. Со стороны кажется, что тигр беззвучно рычит. Тигры– территориальные животные. Они, как правило, живут поодиночке и взаимодействуют в целях продолжения рода. Однако было зафиксировано несколько редких случаев, когда тигры сотрудничали на охоте, подобно львиному прайду. Размер ареала обитания варьируется в зависимости от местности, времени года и количества добычи. В районах с высокой концентрацией добычи территории тигров, как правило, меньше по размеру, потому что даже в маленьких окрестностях может быть поймано достаточно добычи. В подобных условиях тигры имеют территории размером от 5 до 150 квадратных километров. В Сибири концентрация добычи значительно ниже, поэтому территории самцов колеблются в пределах от 800 до 1200 квадратных километров. Сезонность с точки зрения миграции и добычи, наличие пищи и погоды также может влиять на популяции добычи и, следовательно, на размер домашнего ареала тигра. Самцы имеют большую территорию, чем самки. Территория взрослого самца обычно пересекает территорию нескольких самок. Интенсивность агрессии среди взрослых самцов возрастает при высокой плотности самцов на данной территории, поскольку увеличивается конкуренция за ресурсы и возможность спариваться. Тигры питаются разнообразной пищей, от термитов до слонят. Неотъемлемым компонентом их рациона является крупная добыча, такая как лоси, олени, кабаны, коровы, лошади, буйволы и козы. Иногда они могут употреблять тапиров, слонов, носорогов, медведей, леопардов и азиатских диких собак. Тигры употребляют до 40 килограммов мяса за один раз. Подсчитано, что каждая взрослая особь употребляет около 50 животных размером с оленя в год, примерно по одному в неделю. Процесс преобразования мяса в белок, необходимый для получения энергии, значительно менее сложен, чем преобразование травы в белок. Плотоядным животным не требуется огромное количество микробов, живущих в их кишечнике для расщепления неперевариваемой растительной целлюлозы. Поэтому у тигров и других хищников маленькие и легкие желудки, которые не мешают им, когда они быстро ускоряются во время преследования добычи. Тигры полигамны. Самки достигают половой зрелости примерно в 3-4 года, а самцы в 4-5 лет. Самка восприимчива к зачатию детенышей каждые 3-9 недель. Течка длится от 3 до 6 дней. При этом самец и самка могут иметь несколько партнеров в течение всей своей жизни. Трудно распознать беременность тигриц, потому что выпуклость не показывается до последних 10-12 дней беременности. В последние несколько дней вынашивания тигрица отправляется на поиск безопасного места для родов, которое обеспечит хорошее укрытие для новорожденных детенышей и имеет достаточно источников питания. Каждый раз может рождаться до 7 детенышей, но в среднем появляется по 3 тигренка. Между родами проходит от 18 до 24 месяцев. Тигрята рождаются слепыми и полностью зависят от матери. Они весят от 780 до 1600 граммов. Глаза тигрят открываются между 6 и 12 днями, однако они не имеют полноценного зрения еще в течение нескольких недель. Тигрица несет полную ответственность за защиту и заботу о своих детенышах в течение первых нескольких месяцев их жизни. Тигрицы тратят почти 70% своего времени на кормление тигрят в течение первых нескольких дней после их рождения. Количество времени на кормление сокращается примерно до 30% к тому моменту, когда детенышу исполняется месяц. Тигрята начинают потреблять твердую пищу в возрасте 6-8 недель. В 4-месячном возрасте они размером с собаку среднего размера. Тигрята проводят целый день, играя, прыгая и борясь с братьями и сестрами. Игра помогает растущим детенышам развивать полезные жизненные навыки, такие как выслеживание, нападение и лазание. Тигрята начинают охотиться вместе с матерью в возрасте от 8 до 10 месяцев. Молодняк становится независимым в возрасте 17-24 месяцев. Тигр может дожить до 26 лет. Такая высокая продолжительность жизни обусловлена тем, что у тигров нет естественных хищников. Лишь люди представляют наибольшую угрозу для популяции тигров. Основными угрозами для них сегодня выступают утрата естественной среды обитания, браконьерство ради шкуры, костей и других частей тела, которые пользуются большим спросом в традиционной китайской медицине,
Ну а на этом все. Пиши в комментариях, про кого снять видео в следующий раз, а также не забудь подписаться на канал и поставить лайк. Всем пока!